Это четвертый, то есть последний видеоролик о диораме «Танковый бой». В прошлых трех я сделал дома, сделал танки, немецкие и советские. Ссылки на эти видеоролики вы сможете найти в подсказках вверху. А сегодня настал момент скомпоновать этот пазл воедино и сделать наконец-таки эту диораму. Помимо того, что я уже сделал, мне понадобится небольшой наборчик от фирмы Italeri, из которого я возьму столбы и очень много сорняков для создания кустов и деревьев. За основу для подставки я, конечно же, взял пеноплекс толщиной 5 сантиметров, и самый большой вопрос состоял в том, каким образом это все грамотно разместить на поверхности, потому что диорама большая, и, в общем, не буду вас долго томить. Я думал, советовался, рисовал и в итоге пришел к одному мнению. Начертил все это на поверхности и потом обрезал, соответственно, до необходимых мне размеров. В итоге вот что получилось. Ввиду того, что работа довольно большая, а пеноплекс материал сам по себе не твердый, необходимо, чтобы в будущем избежать разломов, растрескиваний, как-то его укрепить. В первую очередь на нижнюю часть с помощью клея ПВА я приклеил плотный толстый картон. Для верхней части я взял шпажки бамбуковые, сделал прорезы и в них вставил эти шпажки. Далее сделал скобы с помощью толстой проволоки и закрепил их. Дело в том, что рельеф будет сделан полностью из гипсовых смесей, и так как пеноплекс имеет свойство сгибаться, то это сгибание бы, если все это не армировать, привело бы к растрескиванию поверхности. В качестве пластификатора в гипс я добавил довольно много клея ПВА, опять же, чтобы избежать растрескиваний и чтобы он дольше сох. Кстати, длилось это 2-3 дня. В итоге все это в совокупности дало довольно крепкую монолитную подставку. Бальсу толщиной 2 мм по краям я приклеил уже на этом этапе, чтобы было удобнее. И после гипса второй этап — это гипсовая шпаклевка. С помощью нее я задаю примерный рельеф. В первую очередь это, конечно же, дороги и в дальнем углу небольшая возвышенность. После высыхания всех гипсовых смесей я обрезаю лишнее от бальсы с помощью ножа. После этого идет третий слой рельефа, и по идее нужно использовать что-то текстурное, какую-то пасту, но дороговато будет для такой большой поверхности, поэтому изготовить ее я решил сам с помощью гипсовой шпаклевки, клея, воды, песка и краски. Такая вот смесь получилась, и ее я наношу на поверхность с помощью обычной кисти. Единственный минус такой пасты — то, что ее нельзя хранить, потому что это все-таки гипсовая смесь, и она в итоге высохнет даже в закрытой банке. После этого все основные работы с подставкой завершены, можно приступать к ее начинке. Первым делом я вклеил окна с помощью прозрачного пластика 0,25 мм в дома. Сделал это с помощью клея ПВА, и в дальнейшем в работе, чтобы мне миллион раз не повторять, что я использую клей ПВА, любая белая жижа — это клей ПВА. И немножко поцарапал их с обратной стороны, чтобы типа трещины. Далее приклеил крышу на свое место, и с помощью краски кирпичного цвета я покрасил кирпичи на фундаменте. То же самое я проделал и со вторым домом, теперь можно их приклеивать на поверхность, делать я это буду на мою текстурную пасту. Вроде бы уже что-то получается, но из-за того, что вот эта паста, она сделана из гипса, немножко непрочная и бледная, поэтому я покрыл ее лаком с добавлением краски. Предварительно смочив поверхность водой для того, чтобы лак растекался и лучше наносился, и чтобы о эту шершавую поверхность не портилась моя большая и классная кисть. Прошло уже практически 5 минут видеоролика, а что-то результат, такой себе. Но на самом деле работа была проделана довольно большая, и ушло на это целую неделю. Далее все пойдет немножко подинамичней, потому что следующий этап — это создание растительности. Делать я ее буду с помощью сорняков. Сорняки я разобрал на ветки и небольшие такие деревья с кустами. Далее взял шпажку, в ней сделал очень много отверстий, после чего в эти отверстия я вставил вот эти вот небольшие веточки, чтобы у меня получилось большое дерево.
На самом деле можно было бы вполне обойтись и без него, но просто хотел самому попробовать этот способ и показать его вам. В итоге он привел вот к такому результату. Далее этот результат я покрыл коричневой краской из баллона, а также попшикал ее немножко на отдельные кусты. Их, кстати, будет очень большое количество, а растительность на этих кустах я буду делать с помощью присыпки, которую изготавливаю сам из поролона и акриловой краски. Нанес на поверхность аэрозольный клей и посыпаю просто все это дело сверху. Пробовал использовать и клей-ПВА, но результат получается такой себе. Кстати, растительности я использовал два вида, то есть два цвета. Но вот эта работа дала мне понять, что нужно иметь в своем арсенале оттенков так 10 зеленого для того, чтобы получился поистине интересный результат. Потому что при вот таком количестве растительности два цвета маловато. Но в принципе результат получился довольно неплохой. Флок 12 мм разных цветов и бумага для выпечки. И, собственно, следующий этап — это создание прям совсем мелких кустов. Беру немного флока, формирую из него примерно ровный пучок и высаживаю на поверхность. Здесь выбор цветов немножко побольше у меня, поэтому я сделал кусты разного цвета. Здесь также будет присутствовать растительность, но уже не из поролона, а из какой-то мелкой приправы, которая окрашена акрилом. Вот такой вот результат получился, и помимо этого результата у меня есть кусты, которые я заранее изготовил, цветущие, красные, белые, зеленые, светло-зеленые, в общем, всякие разные. На этом с растительностью все, и далее идут деревянные элементы, с помощью которых мне необходимо изготовить довольно много всего, но на самом деле здесь все очень просто. Плоская — это шпон дуба 0,6 мм и бальса 1 мм, я режу на досочки, а цилиндрическая до необходимого мне размера обрезаю. В принципе, это все, что можно об этом этапе рассказать. Но если поподробнее, нижние части я немножко затачивал, чтобы устанавливать их на поверхность. В столбах я сделал прорези для того, чтобы вот эти штуки установить туда. Насколько я понял, это не линия электропередач, а телеграфные столбы. Далее идет бальса, которую я нарезаю на много-много мелких досок. Долго резать, конечно, не пришлось, потому что много досок у меня осталось после того, как я изготавливал дома. Далее беру клейкую ленту и две длинные доски, приклеиваю их на поверхность. Это будет забор. Приклеил их для того, чтобы удобнее все вот эти досочки вертикальные мне устанавливать. Теперь можно все это покрасить, взял несколько оттенков коричневого, а также черный, и поочередно на поверхность их наносил. Использовал так много оттенков для того, чтобы деревянные элементы смотрелись не монотонными. Далее взял деревянную палочку диаметром 5 мм и напилил много пеньков. После эти пеньки я поколол на дрова. Красить все это в отдельности не особо хотелось, поэтому я просто окунул все эти дрова в краску, потом высыпал их на бумагу для выпечки, чтобы краска высохла. А лишнюю краску я промокнул с помощью салфетки. Далее внешние стороны, то есть кору, я покрасил в темно-коричневый. А это просто кучка досок, которая будет лежать около одного из домов. Решил сделать их одной деталью, чтобы удобнее было красить. Помимо коричневого, то есть дерева, покрасил столбы в необходимый цвет. И в принципе на этом все. Вот такой вот результат и такое количество деревянных элементов у меня получилось. Фигуры на этой диораме я вообще не планировал, потому что по сюжету не положено, но все-таки одну решил добавить для того, чтобы зрительно можно было понять масштаб этой диорамы. Пока что просто крашу ее в базовый цвет, тонировка будет чуть позже. Теперь снова можно вернуться к основанию, и так как дороги на нем занимают процентов 30, а может даже и больше всей поверхности, необходимо их сделать как-то поинтересней. Для этого взял специальную смесь от фирмы АК, которая после высыхания дает растрескивание. А на всем остальном, что кроме дорог, будет трава.
прям везде, поэтому особо не заморачивался с этим, а просто в темно-коричневый покрасил всю оставшуюся поверхность. После высыхания получился вот такой вот результат, и этот результат я также крашу акрилом, потому что цвет этой смеси такой себе. Следующая глава — это флокатор, с помощью которого на поверхность я буду высаживать флок. Дороги делят диораму на 5 частей, и на каждую из этих частей я использовал флок своего оттенка и размера для того, чтобы зрительно ее разделить и глазу было за что ухватиться, чтобы картинка, в общем, не сливалась в одно зеленое целое. Для дальней части диорамы я смешал флок разного цвета размером 6 мм. Там будет большое количество кустов, поэтому трава необходимо чуть повыше. И пока не высох клей, танком сделал колею. Центральная часть — это будет поле, по сути пустая поверхность. Ее я решил делать не зеленый, а сделать такое пшеничное, так сказать, поле. Для этого взял флок 12 мм. Это сделано из соображений, чтобы было не зеленое и чтобы не привлекало внимание, но при этом отличалось от всего остального. С помощью ленты около домов я очертил линию забора для того, чтобы внутри участка был флок пониже, а снаружи повыше. Чтобы засеять травой всю поверхность, ушло более 10 видов флока. Далее необходимо придать объем дороге, и для этого саму колею я прокрашиваю в более светлые тона. Краску я разбавил довольно жидко и наносил в несколько слоев. Снова флок, но на этот раз тот, который будет находиться перед забором, он чуть более темный и чуть более высокий. После того, как вся поверхность была засажена травой, создавалось четкое ощущение того, что что-то сделал я не так. Визуально мне не нравилась картинка, и недолго думая, я понял, что перекресток получился слишком угловатым, поэтому практически под конец работы диораму пришлось ломать. Исправлял я это с помощью тех же паст, о которых рассказывал вам ранее. Все то, что я изготовил ранее, теперь можно устанавливать на поверхность. Для этого я буду сверлить в ней отверстие. В первую очередь вот в этот уголок, который будет на заднем плане, я установил большую часть кустов. Между делом устранил свой косяк, подкрасив опять же все акриловой краской. Дрова, пеньки и все, что этого касается, я в основном складывал, то есть приклеивал за домами. В основном это просто клей ПВА, но в некоторых случаях он был жидко разбавлен водой для того, чтобы, например, вот такую кучку зафиксировать на месте. Цветущие кустарники я решил расположить только перед домами. Было очень большое разнообразие кустов и деревянных элементов, но создавалось ощущение, что чего-то не хватает, и для того, чтобы это понять, я скатался на велосипеде в похожую локацию. Понял, что на диораме мне нужны желтые цветы и сухая трава, и, собственно, сделал это. Я наделал много колышек, которые установил по линии забора, и на эти колышки забор этот приклеил. Не рассказывал вам о изготовлении некоторых самых таких базовых деревянных элементов для того, чтобы видео не показалось вам скучным и монотонным. Как вы видели ранее, кустов у меня очень большое количество, и на протяжении установки на диораму всего-всего в разные ее уголки эти кусты я приклеивал. Сено около забора я накидал для контраста и зафиксировал его вот таким фиксатором. Во дворе одного из домов будет стоять танк, поэтому с одной стороны забор я поломал, а для того, чтобы сделать это максимально реалистично, использовал молоток. По фигуре прошелся коричневой смывкой. Столбы на диораму я устанавливал практически в последний момент для того, чтобы в процессе всего этого действия не снести их рукой. Далее остались только мелочи. Пигментом, разбавленным водой, я прошелся немножко по краям дороги. Также по этим краям я накидал чуть-чуть камней.
Я не хотел, чтобы диорама была сильно перегружена, потому что люблю, когда картинка читается и все ясно и понятно. Поэтому последние 2 дня постройки я потратил на то, чтобы принять вот эту всю общую картину и добавлять всякие мелочи, но не переборщить с ними. Этап тонировки. Я не наносил масляную краску для того, чтобы подчеркнуть вот эти все элементы в процессе того, когда их изготовлял, потому что было не очень понятно, что именно наносить, поэтому делаю все это в последний момент. Тут все просто. Использовал масляную краску коричневого и черного цвета, которую разбавил художественным разбавителем и, собственно, нанес на все деревянные элементы, а также на дорогу. Готовый результат. Вот таким он получился. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, как бы вы сделали по-другому, что бы вы еще добавили. Подписывайтесь на канал, на мой второй канал, а также на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Желаю вам продуктивного творчества и до новых встреч!